Сегодня 5 октября 2025 года, и всем привет из промрынка 7-й километр. Как вы видите, мы в него только заезжаем. Мы приехали на 7-й километр. Сегодня воскресенье, и сегодня прям очередь. Сколько приезжаем, еще такого не видела. Очень много автомобилей. Все едут. Сейчас 10 часов утра. И вот посмотрите, всем нужно срочно на 7-й. Парковка, парковка на 7-м километре стоит 40 гривен для легкового автомобиля. Здесь, наверное, не будет таблички с ценами, но скажу вам, как есть. Приехала я сюда не просто так. У нас случились неприятности в городе. Все вы знаете, что Одессу очень сильно затопило, и 7-й тоже пострадал. Мне стало интересно, неужели здесь такое большое озеро, как показывают все новостные каналы Одессы. Плюс по своим делам сюда приехала. Поэтому посмотрим, что же реально произошло на 7-м километре. Всех ли подтопило и действительно ли есть здесь такое озеро. Боже, реально 7-й ушел под воду. Мне даже страшно подумать, что здесь было в день ливня. Здесь просто посреди 7-го море. Я такого, честно, никогда не видела. Хочется, конечно, вам это показать. И очень жаль предпринимателей, потому что сами себе представьте, люди пострадали, видно, контейнеры тоже в воде. Эта лужа уже немного обсохла, но тем не менее, люди в убытках. Здесь просто еще блестит вода, посмотрите, как будто какой-то лиман. Машины приехали, воду откачивают. Страшно представить, что здесь было. Посмотрите, здесь достаточно сильная глубина. Смотрите, просто как море. Видите, люди, техника откачивает воду. Боже, я такого никогда не видела. Здесь высота, наверное, выше колена. Просто 7-й ушел под воду. Вот, люди просто могут даже подойти, помыть руки. Водичка здесь чистая, она за эти дни села. Да, это все непривычно. Видеть такое чувство, что я в какой-то другой стране, в другом городе. Но я представляю, какие люди понесли убытки. Посмотрите, сейчас обойду с другой стороны. Ай-яй-яй, что там делается? Тут люди работают, а тут и произошел потоп. Кошмар. Хорошо, есть хоть какая-то возвышенность, и можно пройти. Потому что это что-то нереальное. Здесь даже попроваливалось все пообмывало. Смотрите, люди работают, а здесь вот такое горе случилось. Итак, сейчас, я же говорю, из-за войны у всех убытки. Боже, я иду, просто рядом вода. Я представляю, сколько уже откачали. И представляете, у нас на завтра тоже непогода. У нас 3 дня обещают сильных дождей. Ой, да, страшно на это все смотреть. Сложно представить, сколько здесь тонн воды. Посмотрите, просто как будто мостик. Вон целые контейнеры в воде стоят, и к ним люди просто не могут, наверное, даже подъехать. Смотрите, вот здесь потоп, а вот здесь люди работают и ликвидируют еще до сих пор последствия потопа. Здесь много тканей. Ой, да, конечно. Как не война, так не погода. Посмотрите, позатапливало все. Очень жаль предпринимателей. Вот все ждали дождика, он взял и так со всеми нами поступил. Я как раз зашла через ряды с тканями и показываю вам. На 7-м очень многие со всей Украины приезжают покупать ткани, потому что здесь их просто огромнейший выбор. Поэтому как раз пробегусь, раз я уже здесь, покажу вам. Кто что хочет пошить, может приехать сюда
и купить материал для этого. Понятно, что здесь есть и магазины с фурнитурой, и даже, думаю, можно найти хорошую швею. Видно, что здесь люди убирают, все чистят, все сушат. У кого-то товар испортился, нужно выбросить. Ну, короче, вот такие вот дела. Вижу, некоторые товары продают со скидками. Так, вышли в ряды с занавесками. Ну, здесь уже меньше пострадало. Я так понимаю, это все откачивается вода во все стороны. Сейчас пойдем с вами, конечно, на одежду. Ой, посмотрите, сколько здесь всего. Кто делает ремонт, то может найти здесь занавески, все шторы, все, что нужно для квартиры. Несмотря на все трудности, в Одессе не унывают ни люди, ни животные. Главное во всем плохом находить что-то да хорошее и позитивное. Посмотрите на эту настоящую одесскую собаку. Это видно по ее одежде. Одесса – морской город, поэтому одежда у нее соответствующая. Ну, красавчик! Смотрите, скоро зима, и на 7-м появляется все больше красивой зимней одежды. А в какой цене такой? Высота $700. $700. Смотрите, какая красота. А вот такое рядышком? Это стоит $400. $400. Это пуховички. А пуховички? Пуховички $250. $250. Какая красота. Дубленочки? Дубленочки разные. От $300 и выше. Хорошего качества дубленочки. От $300 и выше. Спасибо. Вот это номер контейнера на 7-м, куда можно прийти, это все найти, померить и приобрести. Можно я пройду, да? Спасибо. У вас только женское или мужское тоже есть? Ой, и женское, и мужское. Вот посмотрите, какое большое количество дубленок, курток. Класс. Смотрите. А курточки в какую цену? Курточки от $150. От 150, да, ага. И выше. Спасибо большое. Еще на улице покажу ваших манекенов. Да, пожалуйста. Спасибо. А пальто в какую цену? Такое. Вот это вот пальто стоит $200. $200. Еще мужскую куртку скажите, в какую ориентировочно? Вот эта вот курточка $180. $180. Смотрите, все можно найти. Ну, это так ориентировочно, просто что есть. Спасибо вам большое. Хорошего дня. Побольше покупателей. До свидания. Спасибо. Так, ну что, я возле центрального входа на 7-й. Не могу вам не показать, как сегодня живет базар. Там людей сегодня много. Очень много. Парковка вся занята, сложно было найти даже парковочное место. Смотрите, что делается. Ну, приятно, что 7-й живет. Посмотрим, какой сегодня товар и как все уже готовится к зиме. У нас холодает. Кстати, сегодня была тяжелая ночь. Всю Украину обстреляли. Одесса тоже сегодня проходила в укрытие ночью и просидела там хороший часик. Били пригород, но над городом тоже пролетали эти дроны, которые так всем портят жизнь. Каждый раз показываю, что сейчас все ездят на 7-м на таких электросамокатах. Раньше все ходили пешком, раньше 7-й называли толчком, здесь было не протолкнуться. Но сейчас из-за войны немножко все изменилось, поэтому можно проехать на самокате. Смотрите, я не могу пройти, столько людей. Обалдеть. Вот такое точно первый раз. Я вижу, может это каждые выходные, конечно, но я вижу такое впервые. Так у меня из-за такого количества людей даже не получается снять товар. Пальтишко вот такое. Извините, а в какую цену такое пальто? 5300. Спасибо. Ну, здесь продают чай, кофе, чипсы, бутерброды. Там уже громко говорят горячие бутерброды. Вот ты, когда приезжаешь и на 7-м такое количество людей, то немножко возвращаешься в прошлое. Потому что я помню, как я была маленькая, мы приезжали одеваться на 7-й, и тут просто, не знаю, в 5 утра уже были толпы народа.
Здесь ассортимент шапки, кепки, панамки на зиму. Вот большой ассортимент шапок. 250 гривен. Есть по 250 гривен гольфики. Это недорого. Вот такого приятного, в принципе, качества. Есть скидка. Тут все по 50 гривен. Ой, да, сегодня 7-й меня удивил. Сложно показать вам цены, сложно показать одежду, потому что много людей, продавцы заняты. Ну, а ценники, к сожалению, есть не везде. Все меряют, все ищут. Кроссовки симпатичные. Сейчас узнаю цену, к сожалению, нету. Ну, такие симпатичные. Такие кроссовки 2 800. Большой ассортимент. Джинсы здесь каких хочешь цветов. И светлые, и летние. Модных. Хорошие лекала. Модные. Видите, сейчас широкие модные, поэтому они везде. А ориентировались на какую цену? 1300 и выше. Это вообще замечательная цена. Вот кто-то получил тоже огромные мешки с товаром. Вот такой пуховичок. Кто любит цвета поярче, $140. Так, чай, кофе, как обычно. Раньше еще ходили, все время говорили пополнение счета, но уже этого нету. И еще раньше ходили и говорили ноги. Осторожно, ноги, потому что возили большие тележки с товаром. Сейчас все на самокатах. Джинсы со стразами блестят на солнце. Вот такие 3500. Здесь нашла контейнер с огромным выбором зимней обуви и даже летней. Вот такие вот уги есть. А в какую цену такие? Извините, а в какую цену такие? 2600 гривен. Модные уги. Да? Классно, спасибо. Смотрите, вот такие тоже модные теплые кроссовки есть. Для девочки на зиму. Тоже классные. Вот лаковые есть. Сейчас как раз дождь. Такая обувь очень актуальна. Зимние такие модные ботинки. А такие в какую цену? 2200. 2200. Ой, хорошая цена. Да, в торговых центрах намного дороже. Тут их и серые, и черные. Какие хочешь ботиночки. Вот здесь с другой стороны кроссовки различные есть. Вот такие вот сапожки уже повыше. Тоже модные. А такие в какую цену? 3200. 3200. Но они высокие. Это тоже хорошая цена для такой обуви. Такие женские ботиночки тоже есть. Такой ассортимент зонтов тоже большой. Какие хочешь зонты? Сейчас как раз погода вот по 860 гривен есть. Но если такая цена, то, наверное, они крепкие. Хотя тоже не всегда факт. Хочу показать вам на велосипеде. Ну, можно купить велосипеды. А в какую цену такой? Да. 10 тысяч гривен. Я не разбираюсь в велосипедах. Это так просто. На какой возраст или возраст? Для взрослого человека. Для меня. Либо такой, либо 10 и еще что. А вот такой. Какую цену? 27,5 27. колеса. Диаметр Ага. колеса. Ага, А вот я диаметр поняла. 27,5. Ага. Это 10,5. 10,5. Эти вот по 9,5. 11,5. А еще детский. Понятно, спасибо. Вот это для Розовенький. девочки красивый. 4,5. 4,5. Вот так сегодня выглядит жизнь на 7-м. Жизнь кипит, можно сказать. Очень много людей. Все покупают. Посмотрите, какие покупки люди делают с большими пакетами. И это классно. Всем желаю хорошего дня и до встречи в следующем видео из Одессы.